Всем привет! Вы на канале Аврора Dota 2. И, как вы знаете, в мире киберспорта есть очень много вечных, неразрешенных вопросов. И кто мы такие, чтобы проходить мимо этих дискуссий? И сегодня вместе с нашими экспертами мы разберемся в этих сложных вопросах. Вашему вниманию Егор Найтфол и Ян Невидящий. Сегодня мы разберемся в сложных вопросах. Ребята, вы будете дебатировать между друг другом. Вы сегодня будете сталкиваться умами. Я буду говорить вам какие-то тейки. Вы будете по очереди высказывать свое мнение на этот счет. Не перебивайте друг друга, пока высказывается оппонент. Я рада, что между вами уже добрая коммуникация. Не перебивайте друг друга. Если вы согласны с тем, что говорит оппонент, двигайте к нему карточку тип. Но если вы чувствуете, что абсолютно это мнение не имеет никакого смысла, двигайте к нему урну. Командные игры маскируют уровень игрока. Я думаю, нет. Я представляю дисциплину такую более, что ли, личную, да, то есть в шахматах нет такого понятия, как командные турниры. То есть эти турниры есть, но они состоят из 4 личных партий, да, то есть там нет такого, что какое-то коллегиальное решение по ходу игры на что-то влияет, все равно ты 1 на 1 там с игрой, с соперником, поэтому мне, с одной стороны, тяжело говорить про командные игры, но все равно мне кажется, что как человек, который какое-то время тоже играл в доту, когда есть человек, который, ниже немножко других по уровню, это все равно сказывается, да, то есть когда есть некие там 5 игроков примерно одного уровня, есть все-таки некоторый баланс, да, то есть никуда нет просадки, а когда выявляет соперник слабое звено, начинает на него давить, это становится очень заметно. Так что, конечно, если я сейчас буду инкогнито играть за Аврору на первой позиции, наверное, не получится полностью замаскировать мою уровень. В этом плане, я думаю, я согласен. Сейчас тенденция Dota такая, что нужно на каждой позиции, чтобы очень хороший у тебя был игрок и выполнял свои 20%. То есть нет такого. Но, допустим, вот раньше вот такие были моменты, ситуации, когда в Доте мог, допустим, один игрок зайти, сделать супер большой диф в игре. Вот там, была вот эта эра Миракла, Рамзес, Нован, хорошо играли. И такое было, что я думаю, что даже вот в моменте, у них в команде были, может, не самые сильные игроки, но один чел как-то протаскивал. И также тогда в Доте были моменты, знаешь, когда, допустим, вот один игрок, он реально очень хорошо играл, а его команда играла, чуть хуже, и, допустим, мог какой-то лучший игрок, но он не стать, чемпионом, потому что в целом именно вражеская команда там, просто игроки лучше. Конечно. Я двину карточку, и ты, наверное, тоже можешь двинуть мне навстречу. Cheers. Как это приятно, когда солидарность случается на дебатах. Региональные квоты должны быть отменены. Пусть играют сильнейшие. Я думаю, что, если честно, нет. Региональная система, она точно имеет большой смысл, чтобы во всех регионах развивалась либо эта игра, либо спорт, и чтобы, зарождалась конкуренция еще выше в будущем. Так или иначе, я думаю, какой-то сильнейший регион или сильнейший, в этом плане регион, он получит больше квот и больше будет у него шансов там. То есть, допустим, как это сейчас бывает в Доте, там, очевидно, на Инте будет там 5 или 6 европейских команд и там 1-2 южноамериканских. Это и закономерно, но я не думаю, что нужно отбирать у более слабых регионов их шанс, пробраться, грубо говоря. Мне кажется, что если, скажем так, убрать региональные квоты, и будет классическая ситуация, когда богатые будут становиться богаче, а бедные беднее, а сильные регионы, они будут еще больше доминировать. То есть и в целом, если мы хотим развивать... монополия будет. Да, разумеется, да. Если мы хотим развивать ту или иную дисциплину везде, и в конечном счете увидеть такую тотальную конкуренцию, где вообще, примерно как перед стартом сезона, не знаю, в NBA или в NHL есть фавориты, но может выиграть как будто кто угодно, а как-то все это очень ловко балансируется, и всегда возможны большие апсеты, тогда, конечно, да, квоты, наверное, лучше сохранять и каким-то образом давать шансы всем. С другой стороны, иногда в спорте, по крайней мере, в киберспорте мне сложнее судить, да, поскольку, как правило, эти региональные квоты мало на что влияют, да, то есть всегда приезжает какая-нибудь южноамериканская команда, обыгрывает кого-нибудь в BO1 или BO2, но, как правило, не забирается выше, чем, не знаю, топ-8 или топ-14-16, что-нибудь в этом духе. С другой стороны, сейчас в спорте была история, как сборная Италии в 3-й раз подряд не попала на чемпионат мира по футболу, и это был большой, конечно, шок и для итальянских болельщиков, но огромное количество команд намного слабее, в силу региональных квот имеют гораздо более простой путь отбора, чем Италия, которая, например, отлично сыграла свою группу, просто не заняла в ней первое место. Так что иногда это, возможно, порождает несправедливость, но идеального баланса очень трудно достичь. Это
Такое часто бывает. Мне кажется, что вот такое происходит, типа, какие-то несправедливые вещи, но в целом это, ну, в этом как бы и суть Такова всех жизнь. этих систем, что нужно просто стараться прийти к золотой середине. Ну, типа, чтобы и давать в какой-то момент, ну, в какой-то мере шансы более слабым, но и чтобы, типа, очевидно, сильные, они участвовали в сражении. Ты за все хорошее против всего плохого. Да. Короче. Окей. Нельзя отделять игрока от человека, то есть репутация — часть контракта. Ну, смотрите, мне кажется, здесь есть два подхода, поскольку, как правило, сейчас общая тенденция, что большой спорт — это не институт благородных девиц, да, и наоборот, мы как-то очень любим двигаться в какую-то сторону notorious, скажем так, да, что-то такое скандальное. Очень часто люди, которые привлекают любое внимание там какими-то, ну, в разумных, скажем так, и легальных пределах, они ценятся больше, чем, я не знаю, там, почетные, я не знаю, там, почтенные семьянины, да, то есть там смиренные грешники и прочее. Поэтому я не думаю, что, понятно, что какой-то, не знаю, если это асоциальный элемент, который, там, не знаю, обижает детей, там, мучает котят, как бы, да, и все это, этим кичится, наверное, этот человек не будет, что называется, принят с распростертыми объятиями, да. Но если человек, ну, просто каким-то образом выделяется, таким образом привлекает, не знаю, лайки и просмотры, ну, самое банальное. Опять, ну, для каждой организации есть свой какой-то баланс, да, то есть кто-то за, там, более пуританских нравов, кто-то менее пуританских нравов, да, то есть, ну, я не думаю, что это что-то, что это как-то нужно регулировать, да, это каждый решает сам, у каждого есть такой какой-то камертон. У меня нет на это мнения, я ни за и ни против, мне кажется, что просто, ну, опять, если какой-то громкий процесс, который... Громкий, не знаю, это публичная какая-то история, которая, несомненно, в негативном свете освещает организацию, организация, я думаю, должна принимать меры. Условная там выгода от популярности возросшая, она будет больше, чем репутационный ущерб, то здесь, поскольку я никогда не был менеджером никакой организации, я не могу сказать, но мне кажется, тут вполне можно, по крайней мере, посмотреть, какая из чаш весов окажется ниже. Вопрос, типа, если вот человек просто очень хороший игрок, но именно личностно его моральные устои и как он смотрит на мир, да, он, типа, ну вот, как выразился Ян, не очень хороший. Будешь ли ты за ним следить, грубо говоря? Тем, что он хороший игрок, ты не можешь этим всем как бы забить на то, что он делает именно как личностно. Самый банальный пример привести из спорта. Вот, допустим, там Марадона, который забивал гол рукой в важнейшем матче, который злоупотреблял всегда. А это совершенно не делает его менее гениальным футболистом и как бы одним из величайших в истории с, я думаю, миллиардной при случае армией там поклонников, да? Но вот. Это как Родман, да, вот, допустим. Да. Ну, как бы в каждом, я думаю, виде спорта есть такие, как бы, да, то есть там Лэнс Армстронг, он не окажется там величайшим велогонщиком, не окажется заядлым допингистом, то, по идее, он так и останется величайшим спортсменом. То есть просто мы его не должны воспринимать... Ну, опять, можно его воспринимать как спортсмена, ну, да, можно как человека. Так в этом же суть. Я вот не понимаю, в чем вопрос. Мне кажется, здесь нет никакого противоречия. Ну да, это я даже... Да. Ну, допустим, Родман, типа, и неважно, насколько он... ну, у него, типа, образ жизни и ценности, типа, я бы сказал, довольно, типа, неправильный, но при этом, типа, он остается, типа, величайшим, ну, типа, баскетболистом. Арга имеет право контролировать режим, сон, диету игрока. Это сугубо профессиональная история, и, опять же, из других видов спорта как бы гораздо проще приводить примеры, да, то есть многие футболисты любят играть за московские команды, потому что как бы это очень хорошая ночная жизнь всегда. Как бы, и таким образом они сокращают свою карьеру, но до тех пор, пока в течение контракта их КПД не падает, да, то есть организация или команда на этот счет просто закрывает глаза. Как бы, да, это вопрос внутреннего профессионализма. Если ты приходишь и перформишь как бы на своем уровне, на заявленном, бога ради, ты можешь делать все, что угодно. Если ты как бы андерперформишь, и этому есть прямое объяснение, то, соответственно, это наказывается, по соответствующему пункту контракта, да, то есть там ты должен... Спасибо. Ты должен как бы хорошо играть, ты должен что-то делать, если ты играешь плохо. Не потому, что, я не знаю, там что-то, там, звезды так сошлись, а потому, что ты, там, не знаю, накануне напился, я не знаю, там, не спал несколько ночей и вообще ведешь асоциальный образ жизни, ну, окей. Ты платишь либо штраф, либо тебя кикают. Это очень, мне кажется, легко. Все в конце концов упирается в твой перформанс. Типа, если это, вот это твоя, как бы, жизнь и твои действия, они на это не влияют в негативную сторону, значит, ты можешь в этом плане, делать как кайф, грубо говоря. Но если
это уже ухудшает твою форму, твой перформанс, то типа ты уже не прав и должны приниматься меры. Ну, если результаты команды из-за этого там страдают, или твои результаты просаживаются... Ну, это есть, будет видно твои, просто твой Конечно, конечно. То есть, ну, импакт. тогда да. Если тебя можно сломать давлением, ты не заслуживаешь быть первым. Красивые слова, конечно. Не бывает маленького, недостаточного давления, бывает, гидравлический пресс. Ну, я много об этом могу, наверное, рассказать, но не буду. Да, мне кажется, давление — это часть спорта, и далеко не всегда люди, которые там хорошо переносят давление, становятся там победителями, и, соответственно, и наоборот. Просто, мне кажется, с какого-то момента это начинается очень прям совсем min-max игра. То есть, когда все в районе, там, не знаю, 50%, и что-то где-то там бабочка прилетела на чашу весов, ту или иную, то есть там, и вот махнула крылышком, и все там пошло наперекосяк. Ну, это какое-то клише, если честно, да, то есть это клише, так можно, ну, если ты, я не знаю, там... Я не знаю, вот много ли футболистов примерно ведут образ жизни, как Криштиану Роналду, да, там, я не знаю, там, спят по часам, там, на специальных там матрасах. Я думаю, мало. Вот, я думаю, что единицы или того меньше, да, но многие из них в плане личных титулов добились, скажем так, не меньше, чем Криштиану, да, то есть, там, ну, по крайней мере, там, стали чемпионами мира, а он нет. Заслуживают ли они стать чемпионами больше, чем он? Ну, не знаю, да, вот просто так получилось, такая вот жизнь, таков спорт. На этот вопрос, что ли, нету однозначного какого-то ответа у меня. Много же таких есть, грубо говоря, историй, где человек в моменте ломается, но потом он с этим превозмогает, и уже в следующий раз, в следующей гонке он уже выигрывает. Верно, да? Я не знаю, какую карточку двигать. Давай это. Желтенькую. Но тут очень как-то у меня нету какого-то однозначного ответа на этот вопрос. Человек, пойманный на нечестной игре, не должен возвращаться в эфир даже как аналитик или стример. Ну, не согласен с этим. Его уличили в нечестной игре, но конкретно как аналитик, стример, он может дальше иметь свою аудиторию, развиваться, и там анализировать игры, это ему не мешает. Я скорее так сделаю. Вот, надо карточку использовать. Да. Все-таки должен, мне кажется, быть институт репутации, да, то есть и есть, наверное, немало случаев, когда спортсмены пойманы на допинге, да, то есть, по сути, в спорте это аналог нечестной игры, да. Потом в каком-то, опять же, спустя долгое время возвращались в той или иной роли, да, то есть, там, не знаю, тренера или что-то такого, но опять, пока ты скажем так, не отбыл свое наказание, наверное, этого делать нельзя. Ну, и опять же, институт репутации, он такого, да, что даже если ты формально можешь принимать во всем этом участие, да, возможно, тебя не хотят видеть, что называется, организаторы. Вот, в этом есть немаленький смысл. Вот, в шахматах это очень, мне кажется, остро стоящая проблема, потому что это то, что, я думаю, игру рано или поздно убьет. То есть, особенно игру в онлайне, но, к сожалению, и игру вживую. Вот, и это чем дальше, тем, мне кажется, эта проблема очевиднее. Ну, вот, кстати, вот про 3-2-2 мы говорили, бан, 5 лет или пожизненно, да? Вот какой бан за допинг в шахматах, потому что допинг, в отличие от спорта, где он дает 10% к результату, в шахматах дает 100% результата. Насколько это тянет и на какие санкции. Ну смотри... Вот. То есть, условно, я не думаю, что человека, которого... Я просто не представляю ситуацию, например, в шахматах, да, что человек, который там публично был признан виновным в читерстве, особенно не какого-то там, не знаю, там, когда был маленький, да, как многие говорят, вот я там случайно посмотрел, а тот, который был там пойман с поличным, чтобы он мог потом в качестве какого-то уважаемого эксперта выступать. Я вот не очень представляю себе эту ситуацию, я ее не вижу. Вот. Но, с другой стороны, бумага не краснеет, да, там время все стирает. Возможно, спустя какое-то время мы таких людей увидим у микрофона, да, или в какой-то роли. Но в целом, мне кажется, именно репутационные последствия, они должны быть не менее весомыми, там, как в случае, в принципе, с 3-2-2, нежели последствия легальные. Но стримить тут же, смотри, тут имеется в виду именно официальный каст или, в целом, какой вопрос? Нет, и аналитика или стример, видимо, комментатора, да. В некоторых вопросах, конечно, любой опыт будет полезен, но, как я понял, насколько возможно публичное появление в других ролях после нечестной игры, и мне кажется, что это все-таки должно быть менее чем, не должно считаться нормой, да, бывают разные ситуации, но это не должно считаться чем-то нормальным. Тильт равно слабость, а не эмоция. Против. Я думаю, что тильт — это совершенно нормальная реакция организма на то, что что-то идет не так.
Другое дело, что есть как бы отдельный скилл, как бы, да, это контролировать подверженный стиль, то это недостаточный контроль над собой. То есть можно ли это назвать слабостью, я не знаю, но Про это и вопрос. Ну, то есть, не знаю, слабость это или нет, это просто, ну, где-то отсутствие специального, скажем так, навыка, да. Профессионально ли это? Не уметь сдерживать свою эмоцию? Ну, как и в любом аспекте, в этом есть больше профессионалы и меньше. В моем понимании, я часть вот согласен с тем, что сказано, ну, типа, конкретно сам тильт, реакция организма на какие-то неприятные вещи в игре расстраиваться, это нормально, но вопрос именно в том, как ты это умеешь контролировать и насколько это, типа, аффектит тебя. То есть эта ситуация прошла, но ты, как профессионал там в любом там спорте, киберспорте, должен уметь это, типа, отпустить и просто дальше продолжать играть, не быть из-за этого расстроенным ну, и вот дальше оказываться на этом дне моральном. Вот если ты оказываешься дальше на этом моральном дне и уже дальше не можешь, типа, ну, боеспособно показывать, ну, просто свой уровень, то это, типа, ну, слабость, очевидно. Счастливая жизнь мешает побеждать. Кому-то да, кому-то нет. Ну, я как бы всегда, но и опять это проходит через все, так сказать, дебаты красной линии, что, мне кажется, все люди разные. Есть такой хороший рассказ Джека Лондона, по-моему, называется «Кусок мяса». Смысл в том, что престарелому боксеру, чтобы выиграть бой, нужно было обязательно пообедать чем-то, ну, как бы, например, вот заказать себе стейк. Но на стейк не было денег, поэтому он как бы, когда он мог, он брал его в кредит, а когда не мог, то его там, соответственно, били, и он не получал гонорар за бой. Далеко не факт, что... Там, понятно, что счастливая жизнь, она, наверное, где-то успокаивает и в некоторой степени, когда ты довольствуешься тем, что есть, но опять это зависит от характера, да? То есть просто я не хочу идти дальше, да, у меня все есть. Наверное, тебя не мотивирует прогрессировать, да, то есть, как известно, если ты не прогрессируешь, ты, как правило, будешь откатываться. Вот, по крайней мере, в спорте это работает так. С другой стороны, несчастливая жизнь, мне кажется, она может подстегнуть себя, ну, не знаю, какой-то постоянный стресс, там, не знаю, там, лишение, недостаток и прочее, могут тебя подстегнуть на какой-то короткой дистанции, но в целом глобально я не думаю, да, что несчастные люди, они лучшие спортсмены, да, если так переформулировать. Так что я скорее с этим не согласен, но опять есть разные примеры. Тут опять же есть одна из частей Рокки Бальбоа, где, мне кажется, ученик Рокки, да, такой сначала какой-то поднимается снизу, и вот пока вот он идет к своей цели, он там, соответственно, супер как бы мотивирован, супер собран, а кто становится чемпионом, он сразу там сильно меняется и перестает, в общем-то, особенно стараться, да, то есть все уже воспринимает как должное. То есть с этой точки зрения, да, по крайней мере, как красивая киноистория, да, наверное, но я думаю, что, опять же, обратных примеров немало. Как я понимаю этот вопрос, вот есть у тебя какие-то начальные данные, грубо говоря, и насколько у тебя изначально комфортная обстановка там в жизни, типа вот какой у тебя старт, грубо говоря, там насколько ты там живешь в богатой семье, у тебя прям все есть, да? И в моем понимании, когда у тебя в этом плане не все идеально и много типа трудностей в жизни, ну, грубо говоря, жизнь типа не самая легкая. В моем понимании, в таких условиях тебе легче находить мотивацию в себе и в целом двигаться к какой-то, ну, цели, типа, в моем понимании, у тебя будет выше шанс, типа, больше мотивация добиться именно в этом деле, стать лучшим, добиться успеха, нежели у человека, у которого уже изначально, типа, все есть, там, ну, ему это, типа, грубо говоря, и не прям супер нужно, знаете? Ну, то есть, в моем понимании, даже вот в современной жизни у большинства людей, у них, как бы, ну, вот именно уже в взрослом возрасте, да, у них, типа, суперкомфортные, я бы так сказал, условия жизни, и это, в моем понимании, тоже нужно уметь, ну, типа, ну, там, большинство, ну, мужчин, как минимум, типа, вот, ну, иногда там выходить из своей зоны комфорта, чтобы, ну, развиваться дальше. Классика, что вот советуешь выйти из зоны комфорта человеку из Хабаровска, сидя в Майами. Вот. В принципе, не так далеко, если подумать. Не, ну для этого же люди, вот, грубо говоря, даже вот, ну, многие миллионеры там холодный душ типа, принимают, и, ну, и вот такие вещи. Бедолаги. Ну, я думаю, для здоровья больше. Друзья, спасибо за просмотр. Интересно, что вы думаете по вопросам, которые мы обсуждали. Пишите в комментариях. 2 рандомным комментаторам мы подарим арканы, как обычно. А с вами были Ян и Егор. Удачи и до встречи.